Добро пожаловать к нам домой. И на наш YouTube-канал «Кочевые облака». Я Елена. Я Женя. И сегодня мы вам расскажем и проведем экскурсию по нашей мексиканской квартире, которую мы арендуем. Расскажем, сколько мы платим за аренду, что в нее включено и почему спустя 1,5 года жизни в этой квартире мы приняли решение двигаться дальше и переезжать. Духовка. Очень приятно познакомиться. Здравствуйте, духовка. Наша квартира, она небольшая, но очень уютная, светлая, с невероятно высокими потолками. И начнем мы нашу экскурсию с входной двери. Нас сразу же встречает любопытная деталь, очень популярная в мексиканских Airbnb. Это электронный замок, доступ к квартире по коду или в нашем случае по отпечаткам пальцев. Невероятно удобно, не надо ничего не запоминать, пальцы всегда при себе, всегда можно попасть домой. Здесь небольшая такая входная зона. Тут у нас висит картина, их будет еще много в этой экскурсии, и я очень люблю это в этой квартире. Есть такая легкая атмосфера галереи, но очень приятная. Внизу у нас полочка с нашей обувью на все мексиканские сезоны, головные уборы, и очень быстро, почти сразу же, мы попадаем на кухню. В квартире свободная планировка, то есть комната одна основная совмещает в себе кухню, входную зону и гостиную, отдельная спальня, плюс одна отдельная ванная комната. Что можно сказать про мексиканскую кухню? Встречает нас холодильник, в нем ничего особенного, есть один прикол. Это вот эта вот конструкция, эта система, это для наливания охлажденной воды. Вот здесь вот изнутри в холодильнике есть отдельный отсек, туда можно налить воду, она будет охлаждаться. И без открывания дверки можно поставить стакан, как в обычном кулере, и нальется холодная вода. В нашей семье это не прижилось, мы не настолько любим холодную воду. Но в целом, мне кажется, во всех холодильниках, ну или почти у всех обязательно будет вот эта штука. Ну, Мексика жаркая страна. Мы пьем воду комнатной температуры и, к сожалению, покупную. Мы уже рассказывали в видео о наших покупках, об ассортиментах и ценах в супермаркетах, оставим ссылочку в описании, о том, сколько же стоит, как часто мы ее покупаем. 10-литровки, не 20, нам так гораздо удобнее. И вот эта вот наливашка, помпа, по-моему, да, называется. Что у нас еще тут рядом? Тостер, чаеварка. Вообще-то вы можете сказать, это же обычная капельная кофеварка. И вы будете правы, но на мексиканский манер здесь не очень популярны электрические чайники, потому что напряжение в сети другое, меньшее, и нагрев воды занимает больше времени. Поэтому и в целом чай здесь менее популярен, греют либо в микроволновке, либо в кастрюльке на плите. Но мы чай любим, у нас большая коллекция, мы пьем его каждый день, поэтому как-то вот так вот мы гениально, я считаю, придумали и пристроили под это дело кофеварку. Мы ее используем только для чая. Здесь, чуть ниже, настоящее сокровище. Одна из причин, почему мы выбрали эту квартиру, это посудомоечная машина. Когда я говорю сокровище, я, к сожалению, не шучу. В Мексике, в Монтеррее, возможно, из-за жесткости воды, возможно, из-за чего-то другого, совершенно непопулярны посудомоечные машины. Здесь раковина, полочки для хранения, это сушилка для посуды. Здесь у нас хранится запас питьевой воды, большие бутылки 10-литровые, а также маленькие. Да, к сожалению, в Мексике не развита сейчас инфраструктура, когда ты можешь ходить со своей бутылкой многоразовой и набирать воду, хотя иногда бывают такие счастливые дни, но обычно питьевые фонтанчики большая редкость. Еще большая редкость – это найти работающий питьевой фонтанчик. Но даже если он работает, еще ничего не значит. Оттуда может течь кипяток, оттуда может течь испорченная такая, знаете, болотная вода. Так что, возможно, где-то есть эти фонтанчики, мы, к сожалению, ни разу не встречали, поэтому пользуемся одноразовыми бутылками с водой.
И вот такая вот корзиночка, в ней, как вы видите, сложены эти бутылки. Мы собираем пластик на переработку. У нас прямо в доме есть отдельные контейнеры, куда можно это отнести. В левую сторону от меня сейчас газовая духовка, микроволновка. Здесь капсульная кофеварка. И вот такой вот милой корзиночкой у нас хранятся сами капсулы. Корзинка — это подарок от арендодателя, от владельцев этой квартиры нам на Рождество. В ней лежали конфетки. Их мы, конечно же, уже съели, и теперь храним капсулки. Интересная розетка. Она вообще-то убирается в столешницу и как бы освобождает пространство. Но мы как-то и особо не пользуемся, потому что у нас подключены всякие нужные вещи, которые должны быть подключены постоянно. Закатная лампа. Довольно необычная плита. Я раньше не видела такой компоновки комфорок. Здесь их 1, 2, 3, 4, 5. 4 стандартные и одна, посмотрите, царица, королева комфорка. У плиты, как и у духовки, зеркальная поверхность. Это довольно забавно, потому что, когда иногда готовишь что-то сосредоточенно, добавляешь какую-то специю, видно свое серьезное лицо, это так комично. Тоже газовая вытяжка. И весь вот этот остров, в который встроена плита, это зона для хранения. То есть здесь все ящички, полочки, у нас там лежит посуда, крупы, печенюшки, все на свете. Из забавного покажу вот здесь вот. У нас вместо пакета с пакетами коробка с сумками. Да, это тоже мексиканская фишка. Как правило, в магазине вам предложат или вот такую вот тканевую сумочку, либо картонный пакет, либо могут скотчем обмотать, чтобы у вас ручка была. Копятся они на самом деле в нечеловеческих масштабах. Когда у нас появилась машина, мы унесли половину туда, чтобы не покупать. И вроде бы не покупаем, но они постоянно откуда-то берутся. Ну, как и пакет с пакетами, растет самостоятельно. Переходим в гостиную зону. Здесь у нас подразумевается обеденная зона. В самой квартире нет отдельного обеденного стола. Я думаю, это в угоду оптимизации пространства. И сделано действительно классно, очень красиво. Но обедать неудобно здесь. Мне кажется, мы вообще ни разу тут не кушали, потому что тут мало чего можно поставить, сидеть как-то довольно тесно. Не прижилось. Здесь у нас увлажнитель воздуха, потому что кондиционеры работают 24/7. Вид на кухню, вот такая большая полка, тут у нас лежит все на свете, все самое любимое, тут у нас книжки, фотографии, всякие фигурки, настольные игры, конечно же. Рядом стол. Это не часть квартиры, вернее, не часть изначальной квартиры, мы купили его самостоятельно, и даже два, второй покажу попозже, это Женино рабочее место. Ноутбук, монитор, что еще требуется современным айтишникам. Переходим. Диван. Он раскладывается, чтобы смотреть фильмы, и снова картина. Ой, вот это, наверное, из моих любимых. Очень красиво, и мне нравится масштаб полотна. Здесь у нас телевизор, тоже куча всяких любимых фотографий, фигурок. Например, у нас тут коллекция пирамидок, мы собираем мексиканские пирамиды, на которых побывали. У нас тут Чичен-Ица, Тулумские руины, Монте-Альбан, это Оахака. И здесь тоже моя огромная любовь. Это панорамное окно с невероятным видом на горы, но это не просто окно. Это дверь. Огромный, невероятный балкон. Кстати, здорово, что мы снимаем на закате, потому что этот балкон подарил их нам невероятное количество, самых разных цветов. Места очень много. Здесь здорово разложить коврик для йоги или устроить, не знаю, какой-нибудь романтический ужин, прийти просто с кофе. К сожалению, как вы видите, здесь нет мебели, и это неспроста. Бывают очень сильные ветра, и мы просто переживаем, что стул улетит кому-нибудь на голову, поэтому ничего здесь не оставляем. Ветра редко, но метко. Например, вчера была вообще ужасная гроза. Еще одна забавная нашего балкона. Здесь есть вот такая вот отдельная проходящая зона. Это окно нашей спальни. А вот это окно не наше, оно соседей. И как видите, это не дверь, это действительно окно. А у нас есть здесь вот такая калиточка. То есть там еще примерно, не знаю, 2 квадратных метра балкона. То есть это как бы балкон соседей, к которым они не имеют доступа. Это загадка, как было это спроектировано. Возможно, там была какая-то идея. Возможно, она есть и сейчас, мы просто ее не понимаем. Ну, вот так вот необычно.
Вот так красиво. Переходим сюда, на распутье. Здесь у нас целых 3 двери. Справа спальня, за моей спиной кое-что любопытное, я расскажу позже. И слева ванная. Начнем со спальни. Итак, наша спальня, здесь галерея продолжается. Тут такой классный слон с поталью. А вот этот пейзаж на город мне очень напоминает Мехико-Сити. Вот это вот шпиль здания похоже на башню Латиноамерикану. Большую часть спальни занимает кровать. Это king size, и она просто гигантская, невероятно удобная. Матрас очень классный, и спится здесь сладко-сладко. Плюс есть blackout шторы. Кстати, в той же комнате тоже blackout, так что если хочется темноты, несложно устроить. У каждого из нас рядом стоит тумбочка, на моей живет еще один увлажнитель, цветок, ну и всякие штучки. Здесь у нас второй стол, как Женин, только мой. Мое рабочее место. Не знаю, почему мы не с самого начала догадались разделить рабочие зоны по комнатам, потому что это супер удобно, когда одновременно идут зумы, а мы друг у друга на фоне не слышимся, эхом не раздаемся. Классно. Без стульев, стулья местные, потому что, ну, как их тут пристроить, как с ними потом переезжать, много вопросов. Про столы были на самом деле такие же вопросы, мы долго их не покупали именно из-за этого. Так что, возможно, скоро будут и компьютерные кресла. Хранятся мои наушники, здесь принтер, он стоит на такой, я называю это штуке, Женя подсказывает, что это атаманка. И как-то специально для поста в нашем телеграм-канале «Кочевые облака» я посчитала, сколько у нас в квартире подушек. 11 на нас двоих, плюс 2 наших ортопедические. Ну, это, знаете ли, слишком, поэтому лишние хранятся вот здесь вот. Гирлянда с фотографиями наших любимых, родных, близких людей, друзей, телевизор, столик для работы из кровати, зеркало. Здесь у нас шкаф, тут всякие вешалки, тут всякие полочки. Не могу сказать, что нам этого достаточно. На нашей предыдущей квартире была отдельная гардеробная комната. Вот это прямо по-нашему. Все можно разложить, все можно развесить. Здесь хотелось бы чуть больше места, но, в принципе, справляемся. Слева от выхода к спальне та самая загадочная, любопытная дверь, которую обещала показать. И у нее даже есть свое освещение. Как вы думаете, что там? А я вам покажу. Там всякая хозяйственная утварь. Всякие порошки, стремянки, в общем, все на свете. Все, что нужно для уборки, для быта, все на этих полочках. И более распространенная, но все же не во всех квартирах, стиральная и сушильная машины. Несмотря на то, что стиралки более распространены, чем посудомойки, все равно есть не в каждой квартире, и даже в современных зданиях может не быть их в квартирах. Почему? Не знаю. Возможно, что-то с водой, возможно, что-то с электричеством, но когда мы выбирали квартиру для аренды, мы обязательно проверяем, чтобы в них были стиралки и сушилки, потому что если нет, где стирать одежду, есть 2 варианта. Либо в домах может быть отдельный этаж со своей постирочной, со своей зоной с машинами для жильцов, либо есть отдельная лавандерия на районе, то есть прачечная, куда нужно относить одежду. Да, в сушилке можно сушить не все, но здесь предусмотрено даже это. И сейчас покажем. Это что-то, оно находится в ванной. Пойдемте посмотрим. Мексиканская ванная, она, как правило, не совсем ванная, она с душем. Да, конечно, можно встретить ванну, можно встретить даже джакузи, но это обычно что-то на роскошном. Как правило, здесь будет душевая кабина. И она еще и будет вот с такой вот, как это называется, вот с этой штукой. То есть она приделана в стену, вы не можете ее вытащить, там, на каком-то шланге протянуть, чтобы сполоснуть что-то снизу. Нет, только верхний душ. Плюс к этому то самое гениальное решение, о котором я говорила, для сушки одежды, которое не приспособлено для сушилки, это необычная конструкция. Первый раз ее вижу. Сейчас буду пытаться вам ее показать. Вот эта вот штучка, она вытаскивается и протягивается. И закрепляется на противоположной стене. Тут она провисает, ничего повесить нельзя. Но если сделать вот так, она закрепляется. И сюда можно вешать и сушить, например, полотенце.
супер-супер удобно. Больше в ванной ничего особо интересного. Раковина, полочки, зеркало и Женя. Это была вся экскурсия по нашей квартире. Сейчас мы нальем себе чаю и расскажем, сколько же стоит аренда, что еще мы получаем в этом доме за такую цену и почему же, несмотря ни на что, спустя 1,5 года жизни в этой квартире мы все-таки приняли решение переехать. Сколько же мы платим за жизнь в этой квартире? В общую стоимость у нас включены помимо проживания налоги, сборы Airbnb, все коммунальные платежи, быстрый интернет и свое парковочное место на закрытой парковке. Плюс есть еще несколько преимуществ, которыми мы можем пользоваться как жильцы этого дома. В первую очередь, лично для нас супер важно – это безопасность. Здесь круглосуточно находится охрана, ведется видеонаблюдение, вход в здание, въезд на парковку, перемещение, но только по картам резидентов. Это специальные ключики, которые вы везде пикаете, чтобы попасть и в само здание, и вообще куда угодно. Плюс доступ к разным общественным зонам. Под общественным я понимаю исключительно для резидентов, либо для наших гостей. Это коворкинг, это тренажерный зал, отдельная комната для йоги, парочка интересных зон, например, вот такой вот спортбар, где можно поиграть в настольный футбол, и красивая видовая терраса на крыше. В том числе здесь можно арендовать вот такой вот асадор, то есть зону для барбекю. Вместе это стоит примерно $1700 в месяц. Цена немножко варьируется из-за курса песо и из-за количества дней в месяце. Airbnb выстраивает цену посуточно. Почему же мы все-таки переезжаем? Когда мы выбирали это жилье, еще из Турции, нам одним из главных критериев, по которым мы выбрали именно этот дом, не столько квартиру, сколько в первую очередь здание, это было местоположение. Мы понимали, что в первое время мы точно будем обходиться без автомобиля, поэтому нам хотелось, чтобы была альтернатива – общественный транспорт или такси. Здесь рядышком есть 2 или может даже 3 станции метро. На самом деле в итоге мы не очень им пользовались, чаще мы пользовались такси, и здесь, как правило, оно приезжает почти мгновенно. Буквально с момента, как открываешь приложение в Uber, и момент посадки в машину, минут 5 проходит в среднем. Очень удобно, в любое время дня и ночи ты отсюда уедешь и сюда приедешь. У района есть все-таки свои минусы. В первую очередь ветка железной дороги. Она проходит рядом с домом. Здесь регулярно несколько раз в день приезжают поезда, и они постоянно сигналят, потому что нет шлагбаумов ни на одном перекрестке в городе, и поездам надо давать знать автомобилям о том, что они двигаются. Также рядом находится табачная фабрика. Первый год, наверное, мы ее особо не замечали, но некоторое время назад начало регулярно пахнуть очень сильно табаком, и из-за этого находиться снаружи, на веранде, например, на террасе, не очень приятно. Сопоставив все эти факты, несмотря на то, что нам очень нравится здесь жить, мы все-таки решили спустя 1,5 года попробовать что-то новенькое, все еще внутри Монтеррея, но совершенно другой район. Поэтому, возможно, да, наверное, точно, в одном из следующих видео мы увидимся с вами уже из новой квартиры. А пока будем собирать вещи, а вы подписывайтесь на наш телеграм-канал, на YouTube-канал «Кочевые облака». И до новых встреч! Пока!